Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь ржано-пшеничный цельнозерновой хлеб с семечками. Предварительно за день до выпечки приготовим закваску. Закваску делаем из ржаной муки. Все хорошо смешиваем, вот все указанные ингредиенты, и оставляем на кухонном столе на 12-14 часов. Также в тот же вечер сделаем заварку. Заварка у нас будет не осахаренная, то есть суть состоит в том, что мы просто завариваем ржаную муку кипятком, накрываем крышкой и оставляем на кухонном столе до следующего утра. Суть такой заварки состоит в том, что мы получаем большое количество желатинизированного крахмала, который хорошо связывает воду и дает нам на выходе очень мягкий и сочный хлеб, который долго не черствеет. Вместо мальтозной патоки вы можете использовать мед. Такой хлеб очень традициональный как для немецкоговорящих стран, так и для стран Скандинавии. Различные его варианты вы можете встретить во всех странах Северной Европы, а также Центральной Европы. Мочку мы также делаем за день до использования в тесто, просто заливаем семена водой и оставляем до следующего утра. На следующий день все ингредиенты смешиваются и замешивается тесто. Воду в тесто мы не вносим, но держим ее недалеко, потому что все зависит, конечно, от влагоемкости ржаной муки, а также муки, конечно, пшеничной, цельнозерновой. И если вы считаете, что ваша мука излишне влагоемка и вам требуется больше воды, то вы можете добавить. Ну вот у меня мука не требует большего количества воды, поэтому я ее не добавляю. Все хорошо замешиваем. Замешивать можно как тестомесом, так и руками, потому что замес требуется небольшой, суть просто состоит в том, чтобы хорошо перемесить ингредиенты. Оставляем на брожение на 60-90 минут при температуре 26-28 градусов. Затем смазываем форму маслом или покрываем спреем и выкладываем тесто. При работе с ржаным тестом используем воду. Желательно использовать воду, а не муку, потому что вода предотвращает возможность появления непромесов. Выкладываем все на смоченный водой стол и формируем. Следует иметь в виду, что в зависимости от того, насколько вы дегазируете тесто, время расстойки будет зависеть от того, насколько тесто у вас дегазировано. Об этом обычно практически нигде нельзя прочитать или услышать, но вот я сейчас это озвучила, то есть чем больше вы дегазируете, тем больше, естественно, будет время расстойки. Поэтому, как всегда, время дается в качестве ориентира, поэтому всегда нужно смотреть на состояние вашего теста, а не на время. Потому что если вы, например, сильно дегазировали тесто, а в рецептуре указано, например, расстойка 45 минут, то это будет, естественно, недорасстойка у вас. А если вы очень аккуратно формовали тесто, то, возможно, вам потребуется всего 30 минут.
Поэтому, как я уже сказала, нужно смотреть на состояние вашего теста. Все хорошо сглаживаем, потому что тесто у нас на 52% ржаное, поэтому оно очень пластичное. Эластичности в нем нет, но есть пластичность. Оно похоже на глиняную массу, и работать с ним нужно именно так же, как вы бы работали с глиной, например, делая какое-то керамическое изделие. Нужно хорошо все сгладить, потому что все недостатки, дефекты формовки на ржаном тесте остаются и в готовом изделии. Оставляем на расстойку. Как я уже сказала, по расстойке все зависит от того, как активно вы его дегазировали. А также здесь следует иметь в виду, какой внешний вид вы хотите получить. Если вы хотите получить верхнюю корку с красивыми рустикальными разрывами, то следует давать неполную расстойку, например, 3/4. Тогда хлеб у вас рустикально порвется и будет иметь такой вот красивый вид. Мне, например, такой вид хлеба очень нравится. Если же вы хотите получить полностью гладкую корочку, без каких-либо надрывов и разрывов, то давайте полную расстойку. Также на внешний вид хлеба влияет количество пара. Если вы хотите, например, дали не полную расстойку, потому что вы хотите получить рустикальные такие разрывы, вы можете усугубить эту тенденцию, дав большое количество пара и более длительное время. А если вы хотите, наоборот, получить гладкую корочку без каких-либо разрывов, то пар желательно подавать. Если подавать, то подавать в очень небольшом количестве и очень короткое время. Здесь пекарь имеет свободу действий, он сам решает, какую эстетику хлеба он хочет получить. Проверяем температуру мякиша на выходе. Она должна составлять 97-98 градусов. Вот видим, что она у нас достигнута. И оставляем хлеб на остывание. После того, как хлеб полностью остыл, мы заворачиваем его в кухонное полотенце и даем созреть до следующего утра. Благодаря тому, что у нас хлеб с заваркой, причем заварка составляет очень большую часть теста, то хлеб получается очень мягкий и сочный. За счет этого он долгое время не черствеет. Корочка получается очень мягкой и эластичной. Я настоятельно рекомендую испечь вам этот хлеб. Он абсолютно точно вам понравится. На мой взгляд, это очень удачный рецепт. Он очень вкусный, универсальный и совершенно точно придется по вкусу практически всем. Вот мы видим, что мякиш у него эластичный, несмотря на то, что он достаточно влажный и сочный, эластичность в нем совершенно точно присутствует. Вот при нажатии пальца он легко возвращается в форму. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!